Но это вот опять же, ну, возвращаясь к воспитанию, это вот приучили людей терпеть. Да. Вот что-то, какие-то обиды, да, боли, и все люди терпят и в себе держат. То есть они с этим не работают никак. Вообще, внутренняя работа с человеком, она изначально системой была исключена. Для чего, по сути? Для чего это все было скрыто? В Советском Союзе и до этого, если человек, например, работает с душой, с сознанием, особенно в те времена до Советского Союза, это же считалось как шаманство, ведьмы говорили, убивали Мгм. этих людей. Не воспринималось это. Магия черная и так далее. Для чего это делалось? В Советском Союзе тоже атеизм был, скептицизм был, для того, чтобы люди были рабами. Все только из-за этого. Ну, то Рабство, есть, чтобы у людей не развивалась вот эта вот способности наши все внутренние. чтобы у людей, да, правильно, не развивалось, а не развивалось для чего? Почему, чтобы не развивались они? Чтобы они не могли слышать, чтобы они не могли слышать тех, кто рядом с нами. Мгм. То есть наш дух, наш ангел-хранитель, наше высшее Я, наши наставники, духи-наставники. У нас, оказывается, у каждого там, блин, сзади стоит целая свита, которая каждую секунду готова нам помочь, но они не могут помочь без нашего согласия. Они не могут взять и насильно это сделать без нашего согласия. А это зависит как-то вот именно от, допустим, возраста, вот, да, вот как вы сказали, возраст нашего духа. А, То есть человек же все равно может как-то противостоять, да, вот этим всем силам. Это же все-таки зависит от именно духа самого человека. Конечно. Вот смотри, Илья, вся эта программа, система, которая заставила людей быть в рабстве, служить этому обществу паразитов на протяжении очень долгого времени, они создали цивилизованное рабство, в котором люди не просыпались, в котором были созданы ложные ценности, из-за которых, грубо говоря, человек потерял статус быть человеком, который на сегодняшний день из-за вот этих ценностей, условно материальных ценностей, даже озвучу, богатство, там миллион долларов, там особняки, там модели машин последние, там обязательно путешествия, брендовые одежды и так далее. Вот эта погоня, ценность счастья, ложное счастье, она людей деградировала настолько, что статус человек потерялся. Человек стал убивать человека из-за вот этого. Человек потерял мораль, потерял нравственность, потерял духовность. Человек из-за вот этого готов обманывать, переступать через маму, через отца, через братьев, сестер. Про убийство я сказал. Готов убивать из-за этого, воровать. Но еще больше всего человек стал истреблять землю. Земля стала страдать. Начали выкачивать эти ресурсы, убивать землю. Практически одним словом, если прямо сказать, то убивать землю. И наступил тот час, когда прозвонил, как говорится, колокол, в котором дают возможность сейчас спастись человечеству. Сейчас нам тонкий план, высший тонкий план, то есть самый высший Всевышний, самые высшие силы нам дают сейчас всем второй шанс. Или просыпаетесь вы, или извините, пожалуйста. И в этом пробуждении сейчас несут миссию, первые, кто пробуждается, несут миссию только старые души, мудрые, те, которые имеют большой опыт проживания. Так же, как ты, вот, который имеет большой опыт, твоя душа старая, молодые души не просыпаются. Просыпаются только сейчас старые души. Это первая волна. Я отношусь еще к старее душам. Я помогаю первой волне проснуться. Я не пробуждаю всех подряд. Я пробуждаю только тех, кто приходит. Приходят не просто так.
и приходят не простые люди, а избранные. Ты относишься к избранным. Ты пришел сюда с миссией. Сейчас первая волна просыпается, чтобы помочь потом остальным. Ну, то есть таких людей ведут вот наши духи-наставники. Конечно, конечно. Ты к этому пришел не сам, не просто так. Ты даже можешь сравнить вот те ситуации, которые были у тебя, когда ты проходил этот путь пробуждения. Когда ты приходил ко мне, начал вот, знакомиться со мной, когда ты первый раз увидела, услышала обо мне, что было внутри, ты это все помнишь, что было, какие были препятствия у тебя, чтобы прийти ко мне. Судя по вот этим примерам, судя по вот этим фактам, ты уже сам прекрасно понимаешь, что здесь тебя вел твой дух, говорил: Илья, давай вперед. А с этой стороны делали другое, паразиты. То одно, то второе, то денег нет. Ай, давай завтра. Ай, ты помнишь, ты Мгм. мне это рассказывал. Мгм. Как они препятствовали? Потому что невыгодно было, чтобы еще один избранный проснулся, чтобы еще один избранный нес миссию, чтобы еще один избранный, который может, вот этот избранный, пробудить еще как минимум 100 человек. Это я только Мгм. про минимум говорю. А про максимум? Как ты не выгоден? Ну, я ж, конечно, получается, я как источник их энергии, они меня потеряли. И Это, я это, еще это других само могу собой. отключить. Это само собой. Источник энергии это само собой. Но основная причина пробуждения избранный. Ты нес опасность. Ты нес опасность не для Ильи, а ты несешь опасность для спящих. В том плане, что ты поможешь им проснуться. Видишь, опасность этим паразитам, что они останутся без своего источника энергии, без своего бесплатного источника энергии. То есть они ж на тот момент это уже понимали, да, к чему это приведет же. Они все прекрасно знают, они все прекрасно понимают. Им было уже давно объявлено об этом, что будет этот процесс. И в этом процессе сейчас самое главное, это люди сами должны внутри запустить, наверное, в себе вот этот процесс, услышать свою душу, духа своего услышать. И не сомневаться, начинать действовать любыми способами. Делать первые шаги, вторые шаги, третьи. И выходить на пробуждение. Если этого не произойдет, ну, естественно, будет плачевный результат. Человек сейчас должен помочь в первую очередь сам себе. Никто не может за него это сделать, потому что у нас у каждого сила Творца. Всевышний нам всем подарил эту силу. Создал он по подобию своему. Вот она подобие, сила Творца. Но этой силой управляли другие. Не во благо его, не во благо его жизни, счастья, здоровья, благополучия, а во благо своих интересов, используя его же силу